эстрада, вот как Димаш хочу. Мия. Я. Давайте какую-нибудь песню попробуем спеть. Только не очень сложное что-нибудь. Да, да, да. Тут Как вот ему удается взять там ту ноту, эту ноту? не получается? Получается вроде, нет? Может быть, не октав не хватает? У вас сколько октав? То есть крутой, серьезный мужик. Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Меня зовут Саша Карельский, и это необычный выпуск. Изучая феномен Димаша на протяжении уже почти 2 лет, мы столкнулись с интересной особенностью. Димаша любят, ценят и уважают во всем мире. А что самое главное, делают на него реакции и обзоры. Причем не только любители, но и профессионалы. Однако среди русскоязычного населения, как мне кажется, мы пока еще испытываем дефицит в этом вопросе. Мы решили это проверить необычным способом. Я связался с учителем по вокалу и попросил его для меня провести урок, а заодно и узнать, знает он Димаша или нет. Все подробности в этом выпуске. Ах да, чуть не забыл, урок по вокалу я, разумеется, оплатил. О, все, я вас слышу. Слышно, да? О, Да, наконец. супер. Павел Алексеевич, Да, все, хорошо. готово. Вы мне пока Ага. расскажите о себе немного. Музыкой я вообще, в принципе, занимался только в школе. Меня даже родители как-то пробовали отдавать по классу фортепиано, чтобы я занимался. Ну вот за фортепиано мне как-то не хватило ни силы воли, ничего. Я все время хотел петь. А вы вообще не учились, да? Не Не. учились. А вы, просто мне интересно, я в Краснодаре живу, вы из Питера нашли меня в Краснодаре, а в Питере там... А у нас же сейчас везде карантин. Я понял. А вокал вы какого хотите свойства? Эстрада, да? Да, Или я хочу эстрада, вот как Димаш хочу. Ну, он разные фишки использует. Там у него есть и из оперы. Ну, а в основном эстрадная постановка такая. Ну, как Димаш, вы, конечно, вы по-своему сможете, может быть, хорошо. Ага. Димаш уникальный все-таки, конечно, аппарат. Но А хорошо он петь своим голосом можно. Он, получается, родился, да, с этим аппаратом? Ну, мне кажется, у него выдающийся как бы голос померно, вот, реально профессиональным. Не у всех такой. В грудь попал, любви запал, будет взрыв. Тут важно со своим голосом разобраться и научиться им управлять. Ага. То есть в любом случае никто не споет как Димаш или не как Димаш. То есть в принципе он уникум, я считаю. Ну, потому что он делает, но стремиться можно, конечно. Угу. А вы откуда о нем узнали? Потому что я вот из телевизора. Ну да, тоже из телевизора. Ага, ясно. Но он как бы уже в медиапространстве занимает достаточно прочное место. А у него большое будущее? Просто мне интересно, потому что... Ну, так у него уже, по-моему, оно хорошее. Он уже концерты дает. Крутой им занялся вроде же. Он его продюсирует. А крутой, серьезный мужик. Вот. Ясно. Мы начнем заниматься распеваться. Мия. Просто распевка. Давайте со мной. Просто вы сейчас пели его так же спокойно, на мычание, помычим. Не получается? Получается вроде, нет? Но у меня нет проблем со слухом. Такое ощущение, что я вообще в ноты не попадаю иногда. Иногда не попадаете, иногда попадаете. Может быть, не октав не хватает? У вас сколько октав? Ну, я вообще как бы как оперный певец, у меня образование. Да. Вообще в опере как бы 2 октавы, у меня как бы 2. В опере, конечно, сложнее развить, чем в эстраде, но смотря у кого какой голос. Это Димаш, это не опера, да, раз у него 7 там или 6 октав получается? Да не, ну там, понимаете, там идет натуральный голос, это одно, потом фальцет, потом что-то похоже на ультразвук, это уже, ну как бы это не совсем полный голос, это... Возможно, все равно человека натурального голоса
ограничены, да, и поэтому там 10 октав это, конечно, не совсем верно. Если у вас получается 2 октавы, то у меня вообще, возможно, половина даже, да, октавы? Нет, не половина, просто это надо развивать. Я думаю, 2 октавы там плюс-минус это нормальный диапазон для голоса. То есть, если я начну заниматься регулярно, то я могу и 3 себе, и 4, и 5 октав сделать, да? Ну, навряд ли в том понимании, в котором вы это представляете. А вам его какая песня нравится? Ну, вот тут «Лебеди» он поет. А чё ж тут? Лебеди, то есть он уже поет. Пиши. Ну да, вот вы тоже пальцы там поете. Вот такое смыкание. То есть, понимаете, да, это не полный голос. Вот, допустим, в опере это вот полный голос. А это вот такой. И все равно эстрадные певцы стараются развить эту тесситуру ближе к тенору. Не вот к этому большинство стремятся. А так, по диапазону никакие песни не влезают больше, чем 2 октавы, поверьте. Это все украшения, как бы, которые уже сам певец может вставить. Ну, пока. А мне нужно вот копировать техники какие-то вот у других певцов. Ну, вы сначала немножко с голосом своим разберитесь, потом можно попробовать. То есть копировать Димаша, я думаю, вам не стоит, честно. А он может ко мне какие-то претензии предъявить, что я его копирую? Нет, ну и только если вы будете выступать на концертах своих с его песнями, а так-то. Петь никто никого не... Так караоке, какая разница. Давайте какую-нибудь песню попробуем спеть. Только не очень сложное что-нибудь. Димаш. Александр, я думаю, пока это сложновато будет. Да? Да. Тут как бы тональность высоковатая, и он всякие украшения использует кучу. Вы все равно сейчас пока вам сложно будет. Ну, это надо учиться всем этим фишкам. Да. Я хочу, чтобы ты лишь гостем был. Нет, гостем был. Стоп. Потеряли контроль. Как раз вот в припеве как раз самое вкусное. Тут как раз, да. Самое сложное. Вы же поэтому любите эту песню, я думаю, потому что там красиво, можно попеть. Я понял, что до Димаша мне пока еще очень далеко. Слушайте, ну, очень многим кому до него далеко. Это выдающийся, ну, как бы исполнитель и данный, и вообще. Я вообще, вы знаете, очень давно стал поклонником Димаша. Уже я вот 1,5 года за ним наблюдаю. У меня есть даже свой канал, посвященный этому артисту. Ну, я вообще начал заниматься вокалом. Мне подписчики начали писать вот такой комментарий. Саша, пожалуйста, не пойте. У вас нет музыкального слуха. Тем более вы ведете передачу о Димаше. Это просто несовместимо. А так все отлично. И я вот решил совместить приятное с полезным. То есть связаться с педагогами, взять у них уроки по вокалу, а заодно узнать вообще, знает ли у нас в России об этом артисте. Много зарубежных вокалистов, профессионалов делают на него реакции. А вот в России удивительно, почему-то как-то все его избегают, обходят стороной. Вот вы, кстати, Павел, не хотите попробовать сделать на него какой-то обзор, либо реакцию? Ну, вы знаете, я, в принципе, не занимаюсь блогерством, или я как-то... Не знаю, я подумаю, конечно, но не обещаю. Как вот ему удается взять там ту ноту, эту ноту, сколько для этого нужно тренироваться? Многие думают, что ну это вот от природы все и все. Нет, понимаете, многое от природы дается. Сила голоса, ну, силу можно развить там более-менее. Но опять же, в оперном пении там одна сила, здесь как бы другая. Тут не за силой гонятся, а за красотой, за подачей в эстраде, потому что микрофон работает. То есть у Димаша, ну, у него фишек много всяких. Он совмещает многие направления, там, эстрадный вокал плюс, не знаю, расщепление не слышал, но фальцет. Фальцет у него очень хорошо развит, которым он пользуется. И такой регистр, такой, там, свистковый называют. Но это тоже техники такие эстрадные. Это, как я говорю, процесс уже такой, точка невозврата. Когда уже человек полюбил пение, кайфанул от того, что, оказывается, можно звуки сдавать, и все. Вот со мной так было, меня уже не вернуть в реальность. Я певец уже до мозга костей, то есть это уже смысл жизни. Слушай, а ты как специалист скажешь, у Димаша большое будущее в плане, вот, если рассмотреть мировую? Слушай, а мне кажется, он разве
не делает себе уже имя за границей. Он же, по-моему, ездит. Делает, удастся ли прорваться или нет? Там, мне кажется, конечно, удастся, конечно. Нет, но он выдающийся певец, то есть я ничего не скажу. Он же о Грэмми мечтает. А Грэмми пока у него нет. Ну, сам знаешь, что как бы не все всегда логично в этом мире. Если кто-то что-то заслуживает, не обязательно, что ему это дают. Выдающийся певец, я думаю, кто не знает Димаша. То есть я понятно, что музыкант, но мне кажется, мать моя, там, все близкое окружение слышала хоть раз. Да? Видел, конечно. Так что я думаю, как бы все не так плохо. Я думаю, очень много людей знает. Ну смотри, если что, если будем дальше заниматься, пиши тогда. Хорошо. Ладно? Спасибо. Давай, Спасибо. рад познакомиться. Давай. Удачи. Ага. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.